Итак, продолжим с вами. Оксана Павловская. Здравствуйте. Влияет ли на атмосферу в доме его освещение? Я в своей квартире чувствую себя комфортно. Родственники настаивают на освещении. Спасибо. Нет, не влияет никак. Родственники настаивают на этом, потому что, видимо, ваши родственники потребители. Они приходят к вам зачем-то, почему-то. А хозяин дома, тот самый домовой дух, который чувствует, видит энергетический мусор, который нам неведом, да, например, их намерения, их желания, или слышит их разговор, шепоты насчет вас, он их гонит. И человек, который к вам хорошо расположен, он ему хорошо, комфортно в вашем доме, который к вам плохо относится, ему очень плохо в вашем доме. Он старается быстрее уйти. Так что вся причина только в этом. Больше ни в чем. Людмила Яковлева. Инга, здравствуйте. Я так и не смогла найти информацию в ваших видео, поэтому продублирую свои вопросы сюда. Расскажите, пожалуйста, об особенностях черных свечей. За что вы их так любите? Какие благовония нужно использовать в ритуалах для фортун? В ритуалах для фортун начнем с этого. Любые благовония, которые вам приятны. Но чаще всего она любит розу, она любит ваниль, опиат. Вот такие благовония предпочтительнее, чтобы к ней преподнести. А так она любит любые благовония, которые вам приятны. Черные свечи. Черные свечи, они обладают особой энергией. Не то, что я их так люблю, а они, как сказать правильнее, чтобы в них есть много энергии, которая мне нужна для того, чтобы я могла провести свой ритуал как положено. Они обладают особой энергией, потому что в природе черного цвета как таковой не существует. Черный цвет – это соединение всех цветов. И это и дает черный цвет, то есть это и образует черный цвет. То есть в черном цвете соединены все энергии, которые существуют. Поэтому, используя черную свечу, мы как бы овладеваем этими энергиями всеми сразу. Все энергии подчиняются тому, что мы хотим провести. Это касаемо ведьм. Например, красные свечи в одном ритуале – это энергия агрессии, в другом ритуале – это энергия прибыли, удачи, понимаете. Зеленые свечи – это однозначно, как правило, это денежная сила, это сила здоровья, лечения. Синие свечи, как правило, это душевное равновесие, покой. Но это все может отойти на второй план. Здесь важна сила человека, не свечи. А все остальное дополнение просто. В древние времена свечи либо красили, либо привязывали к свечам цветы разного цвета и так далее. Того цвета, который они хотели использовать в этом ритуале. А черные свечи – это собрание всех энергий воедино, которое нам подчиняется и дает силу ритуалу, заклинанию. Вот поэтому черные свечи чаще всего ведьмами используются. Так, Малина Малинкина. Боже. Здравствуйте, Инга. Подскажите, пожалуйста, что означает меченые, когда дети рождаются с красными метками, только девочки? Меченые могут быть как люди из сильных родов, так и люди, которые должны что-то в этот мир привнести. Например, Чингисхан, например, Атила, еще там некоторые предводители, которые прославились своими походами, да, и завоевательскими войнами, они рождались меченными. У Чингисхана в руке, когда открыли, увидели кровь, пятна крови, то есть он кровь взял в руку и так родился. И сказали, что он прольет очень много крови и будет великим человеком. Меченым был Тамерлан. У Тамерлана за ухом было огромное родимое пятно, которое он шапкой своей все время скрывал, и мало кто об этом знал. То есть это либо говорит о том, что люди принадлежат определенному роду, вот это вот прям, знаете, не просто родимое пятно, а очень ярко выраженное. Либо говорит о том, что они пришли в этот мир для особого предназначения. Я тоже меченая. У меня есть огромное родимое пятно на моем теле. И
по форме, как большой глаз. Вообще говорят, на Кавказе говорят, что такие люди, они зацелованные сатаной, и что его губы остались на ребенке. То есть он зацелован черной силой, то есть он не просто так родился в этот мир. Один из таких меченых, Гоча его звали, есть такой грузинский фильм «Мамлюк». Можете посмотреть. Он старинный, правда, фильм. Два друга. Гоча и Хвича, которых украли турки, и одного продали французам, а второго продали мамлюкам, да, арабам. И вот этот меченый стал известным человеком среди французов. То есть они убили друг друга, не узнав. К сожалению, вот история полна таких трагичных случаев. Вот он тоже был меченый, и его судьба тоже была необычной. Он не просто так ушел, то есть он оставил после себя след. Вот о чем говорят люди меченые. Ну, еще они под защитой определенной, я вам хочу сказать. Их ведет судьба куда-то. Они подчинены своей судьбе, но только те люди, о которых идет речь, именно меченые, не просто родимые пятна есть у всех. Это особенность физиологическая, не более того. Далее посмотрим. Я обратилась к колдуне, но она отказалась мне что-либо объяснять, гадать, сказать, что не будет. Не имею права ни на магию, но я стараюсь, ищу информацию, не нашла ничего. Если честно, уже просто страшно. А чего страшно? Что здесь такого? Я уже вам сказала, это может просто говорить о том, что род человека сильный, необычный, особенный, больше ничего. Даже если отправите меня лесом, это тоже совет. Да нет, я вполне нормальный, адекватный человек, я просто так людей никуда не отправляю, если только они этого не заслуживают. Так, Арсений Богданов. Здравствуйте, Инга. Расскажите, если не трудно, про причину шизофрении. Я ей болею уже с 13 лет, а может и больше. Вообще, причина шизофрении говорит о том, что род проклятый. Это первое. Это проклятый род. Кроме этого, это люди, которые находятся между мирами. Между тьмой и светом. То есть они как бы живут реальной жизнью, но на самом деле их мысли, их видения, это все не из мира сего. Это люди, у которых душа слегка приподнята над головой. То есть душа слегка в таком невесомом состоянии. И они одним глазом, если уж так можно сказать, видят потусторонний мир, другим глазом наш мир. Они вроде понимают, что они должны жить в реальном мире, но их видения, их мысли, их какие-то страхи, мании и все такое, это все говорит о том, что они видят еще и потусторонний мир, понимаете? Они воспринимают информацию, и не самую лучшую, к сожалению. Боюсь, что это не лечится, это нужно заглушать, останавливать, держать в норме всю жизнь. Это проклятые роды. И даже если проклятие рода снять, человек не вылечится. Остановится, на нем это остановится. Вот он вот такой крест тащит на себе, к большому сожалению. Очень многие великие люди были шизофреники. Тот же Гоген и прочие. Они все были шизофреники. Они жили то в этом мире, то в том мире. Сальваторе Дали вообще был непонятно кто. Но был гений. Это еще называют болезнью гения. Понимаете? То есть этим людям видно то, что другим не видно. Перед ними врата открыты. И эти люди, как правило, заполонили интернет. Очень многие... Это похвально, что человек осознает, что он болен. А вы знаете, сколько людей, которые страдают шизофренией, они, например, выдают желаемое за действительное, какие-то сны свои расшифровывают, кого-то они во снах спасают, за кем-то гонятся, там какие-то отряды ведьм возвращают обратно. То есть они живут в своем придуманном мире, и это очень страшно. Это уже плохая сторона шизофрении, хотя и хорошей нет у нее, но в любом случае есть такая, знаете, скрытая шизофрения, которую можно контролировать. А есть уже просто открытая, вовсю видная шизофрения, когда человек живет в двух мирах. Так, Екатерина Русакова. Здравствуйте, Инга. Ваши знания теологии колоссальны. Сейчас возрождается якобы старая религия греков назвать
веры язык не поворачивает, но на новый лад, беря многое, например, славянское язычество из индуизма, буддизма, чакры, вера, перерождение, веды, все легенды с богами на летальных аппаратах. И люди верят и идут. К чему это приведет? А ни к чему не приведет. Через некоторое время устанут и отойдут. А к чему привели, например, те же самые учения Кашпировского, еще кого-нибудь? Ни к чему. Просто люди ради интереса пойдут, потом поймут, что это все фигня на постном масле, и отойдут. Никакого, да, понятно, что боги едины, у разных народов по-разному назывались, но если уж ты говоришь о богах, бери одно направление. Расскажи о богах Греции, что они, как они, откуда про них легенды, о чем они говорят. Бери о богах, скажем, индуизма, расскажи, почему они вот девятирукие, там 13-рукие и так далее, о чем это говорит, почему у них там глаз третий, что говорит о том, что они видят все, всевидение, да, и так далее. Можно как-то сравнить, показать разницу или схожесть, но все это в одну кучу перемешивать, знаете, такое ощущение, что вот это какая-то программа для того, чтобы отупил народ. Мол, вот мы живем там, хрен знает как, да, вот в нищете каком-то. Но это не главное. Главное, что мы внуки богов, и наши предки летали на аппаратах, не знаю что. Это вот очень напоминает вот это МММ. Помните, когда? Или вот эти пирамиды всякие финансовые, там, властелины и так далее. Вложи столько, и вот потом у тебя будет там... Вот включали фильмы, и люди сидели в кинозалах, смотрели на красивую жизнь, на яхты, на все. Потом они, вот ты вкладываешь такую-то сумму, потом она переворачивается, приходит столько, потом это вот столько идет и 3 раза умножается и прочее. Вот это вот из той оперы. То есть наши предки были боги, мы можем летать, у нас летальные аппараты, не знаю чего-то еще. То есть легенды, рассказы, вранье откровенное, все это в одну кучу свалили с рассказами о богах. По сути, некоторые люди из этих, да, которых я, например, слушала ради интереса смотреть, что они несут, я хочу вам сказать, что среднеобразованные, абсолютно неразвитые во всех смыслах люди, совершенно необразованные в том, что касается науки о богах, не знающие ни истории, не знающие ни предыстории, не знающие древних культах, вообще ничего не знаешь. Вот прочитали несколько там каких-то моментов, да? Вот как, например, некоторые приходят, идиоты, меня учить здесь магии, как надо защиты ставить, как вот это надо, как иконы надо разбивать. Начитались, например, вот таких неучей, и приходят, и у них такое, знаете, как хватит, пусть они там идут своими. У нас одни многодетные по 500 человек. И, то есть, начитались, да, и они вот прям открыли Америку и с такими горящими глазами летят. Да вы что, вы знаете, что вот такое еще есть, оказывается. Боже мой, то есть они мне рассказывают то, что я уже в детстве своем это знаю, понимаете, это смешно. Вот то же самое. Что-нибудь прочитали, решили учить народ каким-то великим учением. Так же, как любой индус, который оденет чалму, или как там его, сядет, скажет, что он из рода Махараджи, что он великий учитель, и все будут бегом туда идти. В их стране это не экзотика. Каждый второй знает о своих богах, кто, чего, за что отвечает. А здесь он может открыть какие-то школы йоги, медитации, там, соединение с богами и так далее. И будут его считать великим гуру, великим учителем, а он просто рядовой индус. Обычный мужик, который решил заработать на дураках. Что они там делают, я не могу понять вообще. Так, Алиса Дан. Здравствуйте, Инга, у меня нет вопросов, так как множество ответов я получаю, слушаю вас. Для меня вы как Шахерезада. Ой-ой-ой, 1001 ночи. Кстати, в школе мне это говорили одно время. Ходила с распущенными волосами, как Шахерезада. Где с вами узнаешь так много интересного, такого близкого какого-то по-человечески даже. Вы удивительные и искренние. Как и океан чистый и сильный. Не знаю, чистый я как океан. Может, я мутный океан? Может быть. Спасибо. С уважением к вам из Украины. Благодарю. Мне очень приятно. Так, доброе утро, Инга. Подскажите, пожалуйста, я делала ритуал, откуп не оставила. Начались проблемы, появились долги. Может, это было связано с этим? Может быть. Смотря какой ритуал вы делали, я не знаю. Если там сказано, что надо откуп оставлять, значит, надо оставлять. Извиняюсь. Переделайте и оставьте откуп.
Так, сейчас дальше. Так, продолжим. Оксана Илина. Здравствуйте, Инга. Я с таким чувством благодарным слушаю вас. Вы даже не представляете. Жду. Один раз вы мне сказали про здоровье. Я все сделаю, как вы сказали. Хотя так долго тянула с этой проблемой. У меня все близкие офигели. Зубного врача боялась смерти подобно. А утром вас послушала и все. Инга, я много чего в жизни боюсь. Я, наверное, все же не уверенный в себе человек. Вот хочу свое дело открыть. Опять сомневаюсь. А вдруг что-то пойдет не так? Хотя хочу очень помогать своим детям, да и самой хочется достойно пожить. Если вы сможете мне посмотреть, стоит мне что-то менять в жизни. Вы даже иногда грубо отвечаете, я не обижаюсь, значит, заслуживают заранее спасибо. Нет, я вам грубо не отвечу, я вам скажу, что я здесь ответить не могу, потому что эта тема совершенно об ином. Вам нужно будет мне лично написать. Мои данные найдите, нажмите сведения о канале, там есть такой пункт, и там есть мой вайбер или ватсап. Только туда писать и, пожалуйста, не звонить без предупреждения. Мне некогда говорить. Можно... Так, Галина Дунец. Будь ласка, расскажите, як же можно сегодня полнолуние провести? Як правильно себя вести? Дякую вам. Я вам скажу, как правильно себя вести. Постараться пережить это время без нервного срыва. Потому что полнолуние, особенно эти полнолуния, опять Марс близок к Земле, мы очень злые, как 3 собаки. Мы очень злые, злобные. Постарайтесь просто провести это время дома. Постарайтесь не сорваться на близких, не злиться и так далее. Вот так и проведите. Осторожно проведите. Каждое новолуние – это опасность. Энергия Луны мы не чувствуем, она даже днем на нас влияет. Энергия Луны, она очень... Как вам объяснить? Она очень своеобразна. У меня всегда ближе к полнолунию просто дергает. У меня нервы. Я подумала, сюда-туда хожу. Не знаю, что хотела сделать, что я там куда-то я должна была это забыла, там поставила и так далее. То есть в полнолуние ко мне лучше не подходить. Это очень нервный период. Ведьмы ближе к полнолунию иногда болеют, обессиливаются, усталость у них жуть, а в полнолуние у них очень много энергии. Как видите, вот в эти дни у меня энергия, да, прет. То есть это всего лишь нервные дни. Просто переживите. Но если есть ритуалы на полнолуние, проведите, которые я вам давала, или если у вас свои есть такие интересные. Всю жизнь искала тебя, мне 40 лет, все вопросы, на которые у меня не было ответов, я нашла на каналах. Благодарю, Светлана Тымбаева. Пожалуйста, на здоровье. Рада вам. Так, Ольга Зюза, насколько я поняла, потому что не разбираюсь, то есть в латинице, что там на самом деле звучание. Здравствуйте, дорогая Инга. Я всегда смотрю ваши ролики, не только ритуалы. Обожаю вас, берегите себя, больше отдыхайте. Спасибо, спасибо. Отдыхать это не обещаю, потому что, вы знаете, иногда такая энергия, сила прет из тебя, что при всем желании ты отдыхать не можешь себе позволить. Локиноно. Уважаемая Инга, наша учительница. Ой, спасибо. Одна женщина, которая называет себя ведьмой, она рассказывала, что мы можем пойти на кладбище к своим родственникам, которые ушли, или просто. И она говорила, что мы можем принести деньги и закапывать в могилы деньги. Конечно, можете. После этого у вас денег не будет до конца ваших дней. А потом, когда мы положим деньги в могилу, мы можем их попросить, эти силы. Помощи, это правда или нет? Это безумие. Это точно так же, как капать в могилу свою кровь. Энергию, понимаете как? Человек, который принимает деньги, просто берет деньги, да, может быть, там подарок и так далее. Через некоторое время тот, который подарил, если умирает, лучше эти деньги или где-нибудь оставить, или потратить быстро, потому что на нем энергия умершего человека. Смерть – остановка. Деньги останавливаются. Если закапывать в могилу деньги, вот такие вот ведьмы, у меня слов нет, я бы ей лопатой по башке шандарахнул. Такие вот ведьмы, они поганят вам жизнь. Если вы закопаете туда деньги, одно дело, когда вы мелочь оставляете мертвяку, вы скидываете туда это,
если вы откупаетесь там, если вы делаете определенный ритуал, оставляете на могиле деньги, это вообще другое. Но закапывать туда деньги – это остановить поток денег в вашей жизни. После этого у вас благополучие будет очень тяжело идти, или вообще перекроется. И чтобы это открыть, я даже не знаю, очень много надо работать с человеком, чтобы после этого открыть, хоть немного открыть его денежную силу. Супер ведьма, ничего не скажешь. Хорошо, что она не сказала, закопайте там свои трусы, извините за выражение. Ну идиотизм. Мне слов нет. Я не знаю даже, что сказать можно на этот дебилизм. Расскажите, правда или нет, буду вам очень признать. Вот я вам уже сказала. Где эти ведьмы берутся? В каком колхозе Кукуевска? Сейчас посмотрю, у нас еще много вопросов. Ой-ой-ой, наверное, придется еще 3-ю серию снимать. Ну, ладно, сниму. Потому что тут вопросы, которые стоят того, чтобы мы затрагивали. Давайте дальше пойдем. Ирина Баранова. Так, подскажите, пожалуйста, сын пошел в 1 класс, сразу в класс нашелся лидер, собрал вокруг таких же и достает сына. Ребенок приходит в плохом настроении. Чувствует себя одиноким, постоянно его взгляд, то рюкзак пинает, то карандашами забрасывается, толкает, учительница врут, очень переживает за него. Учительница сказала, в этом году пришли конфликтные дети, в садике у них были проблемы. Скажите, как защитить ребенка? Есть материнская защита, есть сохран 1000 матерей, есть покров матери. Найдите мои ритуалы и защитите своего ребенка. Проведите их, и всего лишь, и они от него отстанут. Так, Елена Шакирова. Здравствуйте, Инга. Спасибо вам большое за все, что вы для нас делаете. Не устаю повторять. Это вы очень мудрая женщина. Спасибо, Елена. У меня назрел вопрос. Я недавно вынесла из дома все иконы, церковные книги. Так после этого мне все мои дети заболели, слегли с высокой температурой. Наказала вас, обиделась. Сейчас скажу, что делать, не переживайте. Думаю, что меня так наказали. Да, правильно. При этом я сказала, что больше я не раба, служить этому Богу не буду, не хочу. Я дитя своих родных боков. Подскажите, пожалуйста, как это как-то повлияло? Кстати, всю жизнь не любила церковь. Все с этим связано. Смотрите, это недолго. Обычно болеют люди где-то недельку. Потом начинает отступать, это заканчивается. Ничего страшного при этом не случится. Вы отдали последний откуп. То есть у вас забрали последнюю силу и ушли. Сделайте чистку дома. Вот есть канал «Ритуалы для всех» Инга Хусроева. Там есть чистка дома. То есть каким образом? Очистите дом, призовите родных богов. Вот 2-я часть раскрещивания есть, это призыв родных богов. Еще раз призовите, и у вас, в принципе, все это закончится. Можете сделать сохран матери для детей. Это недолго. Они берут последний откуп и уходят. Обиделись, да. Где-то наказали. Но это наказание вот этими закончится. Не переживайте. Дальше они ничего не сделают. Теперь за вас будут бороться 2 силы. Древняя сила вас будет возвращать, и эта сила будет пытаться вас тоже возвращать обратно. Вы это не ощутите. Эта война пойдет в другом месте, в других измерениях. В скором времени вам станет легче. Минимум 7-8 дней длится такое. И потом уже резко все заканчивается. Отдали последний откуп. Ну, освободились. Оно того стоило. Вы цену платите за освобождение. Понимаете? Ни один раб просто так не освобождался от хозяина. Только ценой крови. Татьяна Колос. Инга, добрый день. Я у вас новичок, мне нравятся ваши отношения, ваши слова, как мои мысли. Я хотела спросить у вас совета, или можете ли вы поможете мне разобраться, что это у меня с детства 9 лет. Я стала предвидеть многие ситуации, может произойти с этим человеком, сны стали вещами. Я, в общем, поняла, вот запах болезни, что мне делать с этим и так далее. Давайте так начнем с этого. Если бы у вас это все было, вы бы этим уже пользовались давным-давно. Скорее всего, вам это кажется. Скажу так мягко и пройдем вперед. Дарина Ни. Здравствуйте, уважаемая Инга. Разрешите спросить. Видела в воздухе иероглифы голубого цвета. Было 5 сверху вниз. Сразу не сообразила срисовать. Успела только нижние. Что это значит? Так и не поняла. Если можно, если один вопрос. Стала падать, чувствую, что начинается, ложусь или сажусь, говорю какие-то слова,
на каком-то языке непонятно, обращалась к врачам, пишут, что все время приступы говорит непонятные слова, лекарства хуже было, перестала пить, длится где-то минут 10-15. Извините, если не по теме. Если у вас такое началось, это болезнь, это психическая болезнь, вам нужно очень срочно начать лечиться. Это игра разума, это игра мозга. Мозг иногда выдает определенные вещи. А может быть, на вас что-то наведено, и вас начали тянуть просто потусторонней силой, и вы начали оказываться уже вне жизни на каких-то информационных пластах, и вам начало мерещиться, то есть пелена упала. У нас у всех есть пелена, которая закрывает от нас потусторонний мир. И если бы мы видели все, что происходит в этом мире, и видели всех сущностей, мы бы сошли с ума. Чтобы такого не было, у нас есть защита. Например, у камеры нет защиты, да, вот фотография проявляется, там какая-то сущность, там какой-то силуэт. А мы, например, не видели, потому что у нас пелена, у нас защита, мы от этого закрыты, ограждены. А если эта пелена падает, это очень плохо. Это говорит о том, что в вашей жизни что-то, нечто сделано. Или вы болеете, это надо просмотреть. Я так сходу не могу сказать. Но, скорее всего, если это внезапно и в роду нету людей больных психически, скорее всего, вам это навели. Это бывает у людей и со смертной порчей, когда нечто пытается подселиться внутрь них, и у них начинаются видения всякие, что они проваливаются, что они выглядят так, они могут в зеркале увидеть вместо себя еще кого-то и так далее. Задумайтесь над этим вопросом. Так, Алла Процевитая. Здравствуйте, Инга. За 2 недели посмотрела все ваши видео, некоторые по несколько раз. Вы для меня вместо 1000 психологов. О, это хорошо. От всего сердца благодарю за труд, ваша работа и за просвещение для простых людей. У меня к вам 2 вопроса. Первый. Святой Николай Чудотворец, кто он? Есть ли у него связь с древними богами? С древними богами есть связь у нас у всех. Но этот человек, он служитель христианского эгрегора. Поэтому, естественно, он отсек себя от древних богов и предался эгрегору христианства. Значит, он уже к древним богам никак не относится. Мой бывший шеф умер насильственной смертью. 2 раза приходил ко мне во сне. Первый сон пытался увести меня с собой. Большего страха я никогда в жизни не испытывал. Уводил с ярко-белого света в страшную ужасную черноту. Отпустил, когда позвала на помощь его любовница, она появилась. 2 раз успела убежать и затеряться в толпе, и он ушел. Этот сон был на 40 дней. 3-й сон приснился совсем недавно, но уводил за собой много людей в какие-то ворота. Как раз передо мной дверь закрылась, и я осталась одна. Что означают эти сны? Это сны означают, что этот человек непрекаян, он пытается вам всем что-то сказать, объяснить. Обычно так часто приходят, обычно очень активны те души, которые были убиты. Они приходят, чтобы отомстить. Они хотят сказать, кто виноват, кто заказал это убийство, чьих рук дело и так далее. Поскольку у смертных стоит запрет видеть и услышать то, что говорят умершие, да. Поэтому он пытается этими жестами, этими страхами, каким-то образом хочет выйти на связь. Он еще не знает, он не смирился со смертью, он еще не знает, каким образом вам всем это объяснить. Но то, что он уводит, это нехорошо. Это вообще любой мертвец уводит вас за руки, и нужно уже призадуматься, себя очистить от этого, отчитать. Лаура Газарян. Инга, в очередной раз благодарю вас. Жду приятных минут встречи с вами. Скажите, пожалуйста, что означает день рождения для человека? Это дата, играет ли она роль в жизни этого человека, обладает ли особой силой и так далее. Чтобы долго не рассказывать, откройте мой ролик «День рождения». Там все сказано. Так, да, есть у меня ролик, называется «День рождения». Там я все объясняю. Просто откройте и посмотрите. Это особые дни, это дни с большим риском. Очень много людей в свои дни рождения как раз получают и травмы, и всякое попадают во всякие истории. Дни рождения – это не самые лучшие дни. И вот эти всякие безграмотные магуи, которые советуют на день рождения проведите вот это, на 8 марта, на там день влюбленных.
как можно меньше надо делать акцент на подобные праздники, потому что подобные праздники – это концентрация очень много отрицательной энергетики. И проведя какие-то ритуалы в день рождения и так далее, вы можете добиться обратного успеха. Понимаете, в чем дело? День рождения – это концентрация энергии. День рождения очень, как бы сказать, это день, когда человек был создан, пришел в этот мир. Но день рождения и день смерти очень часто сравнивают у людей. То есть день рождения имеет ту же энергию, что и день смерти человека. Они очень сильны. Это не говорит о том, что мы должны бояться своего дня рождения. Это говорит о том, что лучше не праздновать их великим размахом. Лучше в этот день провести дома с друзьями, с близкими и так далее. И будете безопаснее и целее. Никакие ритуалы в день рождения проводить не нужно, нет смысла. Это день с очень большой отрицательной энергетикой. Я думаю, сейчас еще один, наверное, ролик запишу, потому что вижу, опять память заканчивается.